Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Я вижу Наталью, которая стоит, вокруг нее такая энергия прозрачная, как медузка такая, знаешь. А Наталья вот так раскручивается. Я спросила, что это обозначает. И ответ идет, что Наталья в процессе познания себя. Выходит из матрицы лжи. Выходит из доминирования эгрегора, в сектор магии пошла подключка, там портал открытый. То есть она отсоединяется от этого, от доминирования какого-то эгрегора, и там как будто утекает туда, вот так, как будто вода в такую, вот туда. Утечка. Угу. Да, какой-то такой большой эгрегор с большим отверстием, там портал открыт. Угу. Так, хорошо. Вернись к Наталье, тогда давай считаем ее эфирный... Считай Давайте ее по эфирный... порядку. Отсоединись. Я, Хорошо. да. Да. Отсоединись от этих ситуаций. Мгм. В эфирном пространстве найди эфирное тело Натальи. 1, 2, 3. Наталья. Вот она идет. Но вижу, что вот так тоже вот так с этой стороны. Это прозрачная энергия. Энергосфера немного вытянута вверх. Угу. Почему-то она говорит, что ей нужно покормить дочь. Угу. Так. Что-то еще, Виктория? Нет. Давай тогда считай. Эфирная ДНК, Наталья ли это? Происходит что-то странное. Вот так, как будто бы пространство, где она разрезалась, вот так по сердцу. И тут такие она как бы начинает такие трафаретики искать. Считывается роли подсознания. О, как оно работает. Оно раскладывается в подсознании по таким файлам. То есть по аналогичным действиям оно по файлам. И как бы роль к роли. Я спрашиваю, зачем она ищет это. И она взяла вот это так, как будто бы пересмотрела их всех, а потом берет вот так, отодвигает. И когда она это делает, то вот это считывается стол. Вот эта полоса, которая ее разделила, тоже отодвигается. И оно так отодвинулось, и она как будто выходит из такого пространства снизу и говорит, вот информация идет от нее, я истинная. И вот так раз, и как, знаешь, как булька такая, вот так, как будто бы вырвалась, знаешь, снизу вверх. И энергосфера сразу стала такая плотная и шарообразная. Угу. Что это она такое сделала с этими Она подсознанными говорит, файлами? что она уличила. Сейчас она убежала куда-то. Вернись, Виктория. Послушай еще раз, что она уличила.
Она говорит, что она уличила себя истинную за выбор фальшивых доминантов. И показывает на такие вот эти черные пластины. Это вот эти, они считываются лица, Мгм. как маски. И среди них одна такая, самая большая и черная. Она Мгм. считывается маска лжи, и она связана с тем открытым порталом каким-то. Мгм. А, Интересно. Сейчас я ее считаю. Считай, Да, сейчас Виктория. ее четко видно. Да, это она. Но вижу я ее молодой. Мгм. Я ее вижу молодой, красивой девушкой. А ее вот теперешнее лицо, оно тоже как маска. Мгм. Интересно. Да, оно вот это, знаешь, как будто бы вот кто-то сделал маску вот такого стареющего лица, и она вот так находится вот здесь. Мгм. А Только, она истинная, молодая. И у только нее такая задумывался, да. коса такая, Мгм. и платье красивое, и крылья. Мгм. Хорошо, Виктория, спроси у Натальи, разрешает ли она потрудиться с ней для нее. Она говорит, да, говорит, мне нужно дочь покормить. Мгм. Хорошо. Давай по порядку. Вот это последнее. Что это за маска? Стареющее лицо. Она говорит, это мой образ сегодня. М. Говорит, я пришла к нему за много лет жизни, говорит, в пространстве Люцифера. Показывает, что эта маска, она ментально вот здесь находится. Так чуть-чуть слева, с левой стороны. Вот тут. М. Потом идет так, как сектор интерферентов к правой ноге, потом разворачивается, делает такой зигзаг. И связано вот с этим открытым порталом. Мгм. Виктория, а вот эта сама маска, как она вообще влияет на жизнь Натальи? Это считывается проекция смерти. Мгм. Это чужеродное. Это неестественный ход жизни человека. Это эта энергия влияет на старение клеток организма? Да, это связь с миром антимира, оно так и звучит. Мгм. И оно искусственное. А я слышу, что оно не имеет жизненной подоплеки. Оно связано с миром ушедших духов. Мгм. И этот портал, он затягивает, вот как такой портал, который вот как будто бы вода вот течет в такую дыру. И вот так эта энергия вся утекает туда, в тот мир, М. в сектор интерферента. М. Хорошо, Виктория, давай посмотрим, когда эта маска, стареющее лицо, появилась у Натальи впервые в ее воплощении, когда это произошло, что это за событие. Ну, сейчас я вижу, что вот она какая-то молодая, красивая стоит, а она вот так как будто бы взлетела из сектора Первотворца, взлетела в сектор интерферентов и открывает как люк в земле. Мгм. Она его вот так берет, он даже так, как будто бы очень тяжелый, и она так из силы его открывает, из него выползает такой какой-то дух черный, энергия вязкая такая.
Мгм. Считывается дух колдуна. Что это за дух? Приказываю ему отвечать, кто он такой, что это такое. Сейчас я вижу, что этот дух как-то вот так сделал, как наркотики я видела в кино, нюхают, нюхают. Мгм. И он так вот одной ноздрёй так нюхнул. Так, я ему приказываю отвечать, кто он. Он говорит небрежно так: "Я пришел за ней, она мне не нужна. М. Я вижу, что это она пришла. Почему так Мгм. произошло?" И я вижу, что сейчас откручу назад, Мгм. посмотрю, что предшествовало и почему, Наталья сделала этот шаг. И что это было на Мгм. фи Когда что событие на это за физике. Мгм. Люк открыла, что это такое было? Что было на физике. Сейчас я Мгм. отсоединюсь от этой ситуации. Отсоединись от этой ситуации, Виктория, подымись повыше. Так, я вижу класс. Шум, Мгм. как класс. Мгм. И на нее смотрю. И она поворачивается назад, а сидит юноша. И у него так из глаз такие идут, считываются порталы. Вот эти ресницы, порталы. Мгм. А он говорит: "Посмотри на меня". И говорит, я ухожу домой, он говорит, на подсознательном уровне. И в этих порталах, в этих ресницах я вижу ситуацию, где Наталья как будто бы, подкрадываясь идет, а перед ним идет этот мужчина, но уже через много лет, с какой-то палочкой. Да, вот эта ситуация. И в этой М. ситуации он говорит, она меня преследует. Мгм. Сейчас я посмотрю, что там было. Наталья, как будто бы как будто эти спички у нее в руках. М. А что И это? спички, да, не Мгм. знаю, сейчас посмотрю, Мгм. как это работает. То есть что с чем связалось Да, на вот этот подсознательном случай, когда Олег, вот этот ее одноклассник, сказал ей: "Посмотри на меня". Что произошло в этот момент на эфирном плане? Я вижу, что она берет такие 2 палочки, большие палочки. Типа спички, выглядят как спички, но как будто бы они вот такие большие и такие, серные головки. И она вот так поднимает этими руками, и эти, головки этих палочек как будто бы совпадают с ее зрачками, считывается зрением. И на М. эфирном плане она сразу поворачивает голову и смотрит туда же, куда эти импланты, эти ресницы — это программы предательства. Куда, этот мальчик смотрит. Он смотрит в М. сектор интерферентов. Он перенаправляет ее движение глаз, внимание туда, откуда его не физические, а эти ресницы эфирные, да, программы Мгм. эти. Программы предательства себя и других. Фашизм. Мгм. Так. Спроси у Натальи, что она почувствовала в этот момент. Она говорит: "Укол". И почувствовала, как кольнуло в глаза, зрачки. Мгм.
И она вдруг, я вижу ту ситуацию, как она открывает этот портал и звучит: "Я потеряла себя". Мгм. Давай посмотрим, что на эфирном плане с Натальей происходило. Подписала ли она какой-то контракт, с кем она общалась? Вижу, там какая-то сущность, сидит в секторе интерферентов, связана с сектором магии, но звучит КГБ. Приказывай этой сущности убрать все защиты на снятие магии, колдовства и иллюзии, проявиться согласно истинной эфирной ДНК. Из сектора интерферентов выползает такой, как таракан. Усы, и глаза такие, ну, буквально таракан, инсектоид. Мгм. Так, я его вот так, как бы прихлопнула обратно и закрыла, Мгм. как стеклянную эту. И спрашиваю, кто он такой. Ну, я почему-то его и так вот шейк чуть-чуть потрусила, как в пробирке, и спрашиваю, кто он такой. А оно звучит дегенерация советской власти. И такой портал, буквально как будто туннель, по которому вот так скользит, связанная с сектором магии. И в секторе магии как будто бы этот туннель привел в каком-то подземелье к какому-то бункеру. И там считывается деградирующая власть Советского Союза. Мгм. И у них в этом бункере много проводов. Они сидят как будто бы в подземелье, а Мгм. провода эти выходят наружу, там, где тучи. Сейчас я посмотрю, что это за провода. Оно считывает прослушка, что они видят, слышат. И вдруг зазвучало такие, как помехи, как будто бы радио кто-то настраивает. Вот. В секторе жертвоприношений, вот здесь. Мгм. Так и звучит радио. И я вижу, что через эту связь с этим молодым человеком у Натальи, получается, вот эти невидимые, они так и звучат, прослушка. То есть это эфирные, я слышу коды прослушивания. Они выглядят как такие проводочки жидкие и с такими наклейками. И они вот так на сердце, вот там, где эта маска была, на Мгм. сердце, туда-сюда, ну, вот так на разные меридианы, вот так приклеиваются. Так. Кто на физике вот эти в этом бункере представители этой генерации советской власти, приказывая им проявиться согласно физическим ДНК, стать по старшинству. Они говорят, что они должны его проверить. Олег его зовут. Мгм. Я вижу, что он сидит, привязанный к стулу. Его привязали. Ноги, руки к такому черному стулу. И берут у него какой-то анализ. Смотрят в пробирку и тоже так шейк. Ну, я слышу это слово шейк. То Мгм. есть вот так вот потрясли эту пробирку, и такая же энергия, как буквально звучит сопли. Мгм. Что это они делают? Говорят, что им нужно взять анализ ДНК с его подопечной. Так, а кто его подопечная? Наташа. Мгм. У нее Приказываем связь ответить. с ним образовалась, когда он сказал: "Посмотри на меня".
Мгм. Приказывай им отвечать, зачем им нужно этот брать анализ с Натальи. Они говорят, что она представляет для них угрозу. Наш Ленин спит, и говорят, но он должен проснуться. И показывают, как этот портал, над которым привидение этого Ленина спит. И открывается возле его ног такой портал, и они падают вокруг него, этого портала. В Считывается в поклоненческом угаре. Вот как эти фанатики религиозные там, например, да? Вот они упали перед ним, вот так кольцо вокруг этого портала, а они все вот так на головы буквально руками закрывали, а их задние части вот так, то есть они на коленях вокруг. И выходит этот таракан, этот инсектоид. Люцифер считывается. Падший ангел. А вот в том времени они говорят, что он должен прийти, чтобы начать большую войну. А Наталья представляет для них угрозу. Почему она представляет угрозу для них? Я вижу, что у нее вот так сердце светится. И они говорят, она видит нас. Так. И они говорят, мы ей, буквально я вижу, как бы сделаем подножку. То есть и несколько вот таких, как будто бы кто-то вот ей подножку ставит, чтобы она упала. Это я слышу рефлексия. То есть это срабатывает на внутренних блоках. То есть это так программы работают, матрица, вот эта чужеродная матрица так работает, жизненная. А Она почему для запускает них, функции. почему для них плохо, что она видит их? Они говорят, она предотвратит катастрофу. Какую катастрофу? Ну, они показывают такой ядерный взрыв, который происходит буквально у нее под ногами. Я слышу разрушение мира, падение ангела, снизошедших для помощи другим. Я вижу, что есть определенная группа людей, которые, их истинное я – это высшие духовные сущности, вот эти ангелы, которые зашли в это пространство планеты Земля, воплотились для того, чтобы помочь, я слышу, земным существам. Так, кто это? Такие земные существа. Посмотри, Виктория, кто они. Оно звучит, что это люди без парадигмы жизни. Буквально я всматриваюсь, и я вижу, что это люди, которые как в таких клубках черных, энергетических, запутавшиеся, как мухи в паутине, только они вот в таких черных клубках, и это черные клубки такие считываются как матрица Люцифера. Это и есть вот эта парадигма жизни? Нет, это матрица смерти, а парадигма жизни – это вот Наталья показывает вот этот свет души, которого они боятся. И что я услышала? Укол. И вижу ее зрачки и вот правый глаз, и там как будто бы
портал. То есть вот эти события, вот я слышу Алла, вот что Наталья рассказывала, это вот эти люди странные, которые появлялись в ее жизни, которые раздавали, я слышу советы, да? Жемчуг. Вот это все находится в этой ложной матрице. Вот это, что я увидела в начале, что оно вот так раскручивалось, и эта энергия, она буквально как сопли, прозрачная, липкая, да? Почему она такая, оно так и прозвучало. Я не хотела это озвучивать, но оно прозвучало. И вот это, потому что имеет вот так, как взаимодействие, считывание, да, Лимбическая как система. лимбическая система считывает ДНК окружающих людей, животных вообще. Вот точно так же эти, ну как сопли, это как бы реакция на те внешние раздражители. А реакция имеет в себе и антитела, и информацию о том вирусе, допустим, да, о пыли, которая вызвала, например, чихание или еще. То есть оно имеет в себе а, и вот я уже второй раз услышала проституция. Ну, оно так звучит, оно так считывается в эфирном пространстве, а мы называем это коллаборация. То есть подчинение энергиям, которые вредят. Подчинение подстраиваться под врага, под того, кто тебе вредит. Коллаборация. Виктория, вот эти люди, которые пришли на помощь для того, чтобы помочь этим людям в этих сетках, они как бы призваны именно освободить человечество. Какую они роль играют? Я слышу, что они должны узнать правду, выполнить миссию. У них книги такие. И вот я Наталью смотрю, у нее такая книга. И я слышу, снова это свечение в сердце, использовать себя по назначению. Сбросить вот эти все маски, которые так и звучат, маски. Вот эти, это следствие коллаборации с миром смерти, с этим Люцифером. То есть это что такое мир? Он не реальный, его нету. Это на уровне духовном, то есть это в другом измерении, там, где находятся наши мысли, решения, энергии, вот эти все связи нейронные между нашими решениями, между людьми, вот эти файлы, так называемые, там, где хранится вся информация. Это измерение. Хорошо, Виктория, отсоединись пока от этой ситуации. Да. Давай вернемся в тот момент, когда Наталья почувствовала укол. Да, я вижу, она сейчас заходит в тот момент, и в том моменте оно прошло мимо ее внимания, а сейчас она это вот так вытаскивает и начинает смотреть. И оно похоже на колючку розы. У розы такая колючка широкая, а потом сужается резко, да? И вот такая же колючка у нее в правый глаз, и она рассматривает. И эта колючка своим острием вот тянется такая нить прозрачная с этой энергией. Я слышу эгрегор коллаборации. О. Что произошло с ее эфирным телом? На что она согласилась подсознательно в этот момент, Ну когда да, приняла? я уже второй раз вижу, у нее вот эти крылья просто отламываются, а на ноги одеваются такие черные, как скафандр,
черный, который начинает ее вот так сам выстраиваться. Чух-чух-чух-чух. Из сапогов делаются штаны, из штанов делаются вот эти застежки, вот это все, и она погружается, я слышу, в тьму, в эту Мгм. черную матрицу, и видно только ее лицо, светится лицо, и там, где сердце светится, там, где ее лицо, они начинают прибивать маску. Просто вот эти энергии, как черти, в это отверстие вот так приходят гвозди, и вот Мгм. это я слышу. Коллаборация с антимиром. И вот они подсовывают этого кубинца. То есть это вот матрица вот эта. И они как бы прибивают, забивают, как окно забивают перед ураганом. Здесь так всегда делают в домах в Майами, да? М. И Как вот, ставни. Да. нет, они просто вот как, ну, в Америке это едут все Home Depot такой магазин, покупают фанеру и забивают окна, а потом эту фанеру выбрасывают. А на следующий год, когда идет ураган, опять то же самое. Мгм. Вот. И оно вот так как заколачивают, а где сердце, вот это свечение, из сектора интерферентов они набрасывают сетку такую. И я вижу, что в секторе интерферентов в этот момент уже Наталья садится точно так же на этот стул, на стул допросов. Мгм. Как этот парень сидит там, а она потеряла свою энергию вот там. И вот эти все прослушки. Естественно, что это все на тонком энергетическом уровне происходит автоматически. Мгм. А кто-то в секторе магии говорит не автоматически. Вот эти КГБисты так говорят, не автоматически. Кто-то там реально сидит на физическом плане? Кто там Я слово, допрос? я услышала, я зашла на физический уровень в ее квартиру. И у нее и у нее телефон, знаешь, как старые телефоны такие были с такой Мгм. трубкой, да? Да. Я услышала этот скрежет внутри трубки. Я вижу, что там звучит вот так: инструмент прослушивания, то есть ее прослушивают. И как будто бы кто-то зашел у нее в дом, в квартиру, и вот куда-то снизу, вот как бы стол, я даже вижу стол, и там такие шухляды, и они под вот так вот раз, такую какая-то черная наклеечка, Мгм. и тоже пошел в сектор интерферентов прослушка. Мгм. Да, серьезно. А кто на физике вот это делал? Мне интересует вопрос, Но мне сразу какой, пришел какая у Олег. них есть, какая у него была мотивация ставить эти прослушки на физике? Зачем он это делал на физике? Приказы им отвечать. Зачем ему это было нужно? Он говорит, что она представляет нам опасность. Мгм. Он говорит, она разоблачает наш мир и показывает на то пространство, где много этих ангелов, которые слетаются. Вот мне же всегда клиенты говорят, и я же чувствую этих людей, которые приходят на сеансы. Одни приходят для того, чтобы подножку поставить, да, но это раньше было, уже года 3 этого нету. Как раз когда появился Илья, вот тогда эти люди им увлеклись, и у них всякие гадости мне делали, да, то колдуньи какие-то, то. Мгм.
Вот. И точно так же это происходит со всеми людьми. То есть есть противодействие двух матриц и двух миссий. Потому что эти вот, которые вот пришли, чтобы вступить в коллаборацию с антимиром, скажем так, у них определенная цель – победить, то есть выстоять, выработать опыт и выполнить свою светлую миссию. А для того, чтобы это поделиться, я слышу так, поделиться опытом. То есть вот буквально Наталья показывает, как она вот так расширяется, становится такая, считывается недосягаемая. И просто поднимается вверх, и ее вот так излучение. А она очень сильная внутри, да. А они так сделали, чтобы перенаправить ее энергию, как она это называет, что было время, когда у нее была колючая энергия. То есть они руководили излучением этой энергии вместо того, чтобы она это делала. Понятно. То есть у них миссия перенаправить, захватить свет М. и перенаправить. То есть его, я слышу, разложить на спектр съедобный. На съедобный Съедобный спектр. спектр. Мгм. Вот разложить там, я слышу, 12 измерений. На Мгм. 12 измерений разложить. А эти 12 измерений – это как раз количество этих масок, файлов этих. Мгм. Это как сферы, ну, скажем так, сферы жизни, да, там один отношения, один файл, еще что-то. Но у них-то это по-другому. Не так, как мы это делим, да, мы можем поделить финансы, счастье, отношения, работа, еще что-то, там, спорт, увлечения, а они это делят по энергетической составляющей, по накопленной энергии. А светлая энергия, они не могут ее удержать, и они пытаются еще в какие-то последние эти файлы запихнуть, а она вылетает. Я слышу, что это высшие материальные энергии, связанные с материальным миром. Мгм. Решение судеб. Вот эти энергии, они когда... воля. Она не вмещается ни в какие файлы, она просто вылетает, имеет отношение ментально. Вот здесь она находится, именно в этом секторе, где сектор жертвоприношения, то есть где вот это есть насилие, там же есть и воля убрать это насилие. У них тоже миссия препятствовать Мгм. распространению света и усилить. Они просто говорят сейчас, они как будто бы поправляют меня, что приход Люцифера оформить. То есть они попадали вокруг этого портала. Так, а кто это они? Да. Приказывают этих они, кто они, проявиться. Сейчас они так там мордой в Мгм. грязь в эту черную. Одного открываю и смотрю, а это шапочка у него колдовская на голове. Мгм. Кто он такой? Приказывай ему называться. Ну, вот я его беру, а он такой, как был как будто живой, а сейчас как тряпичный какой-то. Я его так кручу, рассматриваю. Кем он был на физике? Как мы его знали или знаем на физике? Так, у него вместо души такая какая-то плата прозрачная, такая же прозрачная. Мгм. А, И она считывается, что она переставляется в одного, в другого. Так вот. Сейчас появляется он в секторе магии, и как будто бы, я слышу, возрождается. М. Так, приказываем отвечать, кто он такой. Приказываем ему принять форму, как мы его знаем, кто он такой.
Так, я слышу советы, вижу красная звездочка и зеленый костюм. Иосиф Сталин. Усы. Стоит Так. возле черного стола и трубку курит. А на голове у него это плоская шапка черная, как черная пирамида. Мгм. Вот так. Так, сейчас в кого он хочет возродиться? Кто на физике представляет это тело, так скажем? Кого он? Какой-то человек как будто лежал, и в него вот эту вставили как плату. Так вместо души такая, как плата искусственная. И он лежит, и в него такая шух вставили. Кто он на физике? Вот этот человек, который встал. Приказываем ему назваться, кто он такой на физике, как мы его знаем. Мы его знаем. Я вижу его лицо, бороду. Вот он жест такой делает. Илья Мгм. Мамаев так и звучит. И у него то же самое. Из глаз такие же ресницы, и такие же на ресницах лежат спички. Мгм. Так оно. Понятно. Подожди, Да. спички. Они так рядочком лежат. Вот так вот. Посмотри, И как Виктория, будто что это за... ступенечки такие. М. Оно так и звучит, коллаборация. И каждой паре этих спичек, которые вот так друг к другу серными частицами лежат, ам, буквально оно считывается присобачены ам, руки других колдунов. А кто они? Кто Вижу это друг? коллаборация. И там в портале вижу, что такой портал, он как такой колодец узкий, а потом раз такое расширение под землей. И там буквально так они пух и падают туда, и считываются жертвы насильника. М. Жертвы культа Сталина. Кто там из них, этих жертв, мы знаем, Виктория? Ну вот я вижу там в этом портале, в этой колбе внизу, вот я Мгм. вижу сестру мою, Мона. Оксану. Оксана. Мгм. Да. Вот она наполовину внутри этой колбы, а ногами вот потянулась туда, в эти ниже еще, и там в этом портале, где уже нет человеческих энергий, это уже измерение духов, падших духов. Мгм. Там ее, как считываются платформы, вот эти, как следы, ноги такие плоские, как два следа. А здесь она еще там под землей находится, очень глубоко и низко. Мгм. Шансы освободиться у нее еще есть? Да, есть. Она М. очень сильно связана с своим высшим «я». Я ей передаю информацию, что она пришла не для того, чтобы погибнуть в этом портале, а для того, чтобы выполнить свою светлую миссию. Я ее бужу. У нее очень М. сильная связь с первоисточником. У нее от сердца такой многопроводный, многожильный такой. Я слышу Мгм. союз с Богом, с Творцом. Хорошо. Наверное, ее еще время не пришло. Я М. передаю информацию и любовь к ее божественной части души, к ее истинному «я». М. Я ей передаю, что я очень сильно-сильно люблю. Такую, какая она есть на самом деле. Да, Перетворец, я любит ее светлую часть.
Да, Думаю, все получится потом. Хорошо, Виктория. Тогда отсоединись пока от этих ситуаций, поднимись вверх. да. Давай посмотрим тот момент, когда Наталья сидела в эфирном плане на допросе, на этом стуле с этими Да, коллаборантами. я тут. Она пытается вырваться. Мгм. Ей подсовывают контракт. Я слышу контракт на разрушение жизни. Мгм. Какие условия? Они, да, Мгм. они, вот это почему-то идет присобачились. Я очень люблю собак, кошечек, животных, но оно так идет, присобачились. Это тот смысл, ну, как бы метафора такая, как собака кусает за ноги. Мгм. Ей подсовывают какой-то контракт на разрушение жизни. М. А Олег, считывается, что он сторож, ее персональный сторож. Понятно. Давай посмотрим, Виктория, этот контракт, на что согласилась Наталья тогда. Я вижу, что она согласилась на все те события, буквально звучит подножки. То есть вот этих всех Светлана, Алла, Шемчук, вот эта вся коллаборация, много-много. Даже та ситуация, что она живет, ну, в условия жизни сегодняшней. И то, что ее мама, она называет это одержанием, но на самом деле это программы берут вверх. Программы, которые сотворил Творец, да, жизненная М. матрица, перестает управляться хозяином, то есть Творцом человека. Буквально я вижу ее маму, как ее вот эти негативные, накопленные за всю жизнь энергии тоже достают, тоже стремятся вот к контролю над ней. Мгм. Там, где эти, я слышу радиационное заражение. Но это было в прошлом. Этот телефон, у него, я вижу от этой трубки оборванный шнур. Мгм. Какие-то развязали уже события. Ну, может, она просто телефон выбросила. Или они перестали ее прослушивать. Мгм. Сейчас я посмотрю, что случилось. Мгм. Звучит, что он ушел то ли в другой, то ли в другой. Вот этот, который сидел там на стуле, Олег этот. Куда он ушел? Вижу, что он вместе с этим стулом, где он привязан, и фуражка у него такая на голове, он перемещается в сектор интерферента. И когда он переместился туда, то там эта морда, которая выглядывала из портала, этот Мгм. таракан, он его Таракан. сожрал. А когда он его сожрал, то сам вышел. То есть он как будто бы отдал свою душу на то, ну, если Тоже. светлая душа уходит в портал, то таким образом по этому открытому порталу, ну, святое место пустым не бывает, для равновесия, то этот выходит темный дух и занимает в нашем уже пространстве место. Так. И они опять звучит, что они готовят приход Люцифера. Каким образом они хотят это сделать? Ну, это они тогда вот Тогда в том хотели. времени, в этом пространстве так звучит. Мгм. И опять вижу этот взрыв ядерный. И опять Мгм. звучит, она предотвратила. Хорошо, Виктория, вернись к контракту. Да. Согласилась на подножки. На что еще она согласилась? Что-то звучит про ее дочь.
Мгм. Послушай. Согласилась родить дочь от проститута. Мгм. Понятно. Так, что-то еще согласилась в контракте она? Но сейчас я вижу, что происходит, как она берет, Мгм. то есть контракт как бы имеет всегда э, термин Сроки. окончания, сроки. И вот я вижу, как в этом же контракте, это как подспудный контракт, то есть ее, эта миссия, да, я вижу, как она снимает эту прослушку, эти все, потом она, вижу, как снова перебирает, рассматривает эти роли, эти файлы, эти лица, да. Мгм. То есть и вижу, как она распутывает вот эту всю энергию, как сопли, да, вокруг себя. То есть эту иллюзию, матрицу эту антимира, ложь. И Мгм. прозвучало, вот как она сказала, быть как Творец. Почему как Творец? Это режет ухо. Мгм. Что не так с этим выражением? У нее, она говорит, у нее чувство вины, и она говорит, что она недостойна. И она себя буквально считывается, что замуровала, потому что она и есть Творец. Ну, сын, Мгм. дочь Творца, божественное Я, вот это свечение, это и есть та часть Творца, которую, ну, Творец как будто бы, первотворец как бы рассыпался на части, да. Точно так же мы рассыпаемся, когда рождаем своих детей. Потому что ребенок имеет 50% нашей генетики. То есть это на 50% наша душа, Мгм. а на 50% мужчины. Мгм. А из-за чего у нее это чувство вины? Она показывает, что у нее на лбу такая огромная черная звезда, вот как красная, только она Мгм. черная, и тянется этими концами, и она представляет, эта звезда, как будто бы метафору на человека. Ой-ой-ой-ой-ой. Это вот кремлевская звезда, которая там красуется. Она Как растянутый. символизирует, как вот эти черные пирамидки, и левая нога, и правая нога, и руки, и голова. То есть это полное затмение сознания, так звучит, полное затмение сознания. И оно вот здесь, оно светится, потому что здесь центр сознания, душа божественная, а к концам оно так уплотняется, эта энергия, и заканчивается такими порталами, которые уходят вниз. Это система, руководящая духовной сущностью человека. Так, как это связано с тем, что у нее чувство вины? И у нее чувство вины из-за коллаборации с этой системой. Мгм. Это связано с тем случаем с Олегом и этими спичками? Ну, это тоже связано, скажем так. Оно имеет еще предысторию, почему именно он, да? Потому Мгм. что такие программы были, такие детские травмы были. То есть это мы рассматриваем эту матрицу. Мгм. Хорошо, Или Виктория, да. нейронные связи этой матрицы, Мгм. скажем. Давай тогда разберемся с этой ситуацией, когда она посмотрела на этого Олега со спичками. Если она хочет, пусть она зайдет в тот момент, откажется принимать от Олега, смотреть на него, взаимодействовать с ним. Вот она эти спички берет и ему вот это в глаза, вот так, и ругается с ним. Говорит, забирай себе, ну, забирай
и, как говорит вот так, козел лохматый. И я вижу, как с ее пространства такие лохматые, вот оно что. Я услышала, она говорила, что она воспринимала его как оборотня. То Мгм. есть, он как козел отпущения, а вся эта коммунистическая власть, которая до сих пор сидит, поназывали себя по-другому, но на самом деле вся та же мафия и сидит. Это же оборотни, которые сами оборотни превращают всех, с кем кого подчиняют себе, тоже в оборотней. И она вот говорит, козел вонючий, лохматый, и это все ему отдает. И через его глаза вот это все ему уходит. А она Мгм. встает из-за этой парты, я вижу, и улетает. И отправляется эта ситуация в портал, я ей передаю, чтобы она отменила то решение, открывать свое сознание, подписывать этот контракт. И я вижу, как этот контракт она уничтожает, расторгает. Я ей передаю, чтобы она отменила ее решение. Опять звучит родить дочь от проститута. Мгм. Хорошо. Пусть она родит дочь чистой, без подключек, Я без ей передаю, чтобы чужеродной. она в эфирном пространстве нашла ее родственную душу и приняла решение сейчас, ну, как бы задним числом, Мгм. связать свою судьбу, свою жизнь, отыскать в этом мире ее родственную душу, родить ребенка в свете, в гармонии. Я вижу такой свет, она находится, это все вот находится в секторе Первотворца. Там вот, и она находится в высоком пространстве, а этот ее кубинец, он считывается как проститут. Мгм. И он связан с каким-то публичным домом. Вот. Мгм. И он кольцо ей одевает. Вот она говорит, я должна покормить дочь. Я вижу, как ей приносят девочку в роддом. И она говорит, я должна покормить дочь. Что это обозначает? Сейчас я спрошу. Она говорит, я не могу подумать, этот паспорт. Но ей предлагают этот паспорт, Мгм. но современный, по-моему, вид, потому что он темно-красный, и там такой двухглавый этот типа орел. Орел, типа. Да, но над этим паспортом такая печать, как шайба Мгм. черная. И я слышу, отец кубинец. Мгм. Я ее спрашиваю, почему, что ей нужно покормить ребенка. И она показывает, что у нее импланты на груди, которые имеют ту же энергию, как эта черная шайба. Это как печать ее. Сейчас я спрошу, где она взяла эту энергию. Мгм. Она говорит, что это он ей дал и показывает половой акт. Мгм. Она буквально говорит, он мне засунул. Но это я вижу как Метафора. стилистически, Мгм. да. Вижу как черная энергия, но она вся такая не плотная, а как будто бы такие соткана. Это информационный код негра, я слышу. Мгм. Вот. И он прописался в ней и прописался в дочери. И она передала оно считывается разношерстное, то есть эта энергия в ней как бы не состыкуется с ее энергией.
И это было использовано тоже КГБ для управления вот этой, что у нее эти энергии Мгм. не в ту сторону работали. Я ей передаю, что она сейчас может отменить ее решение встречаться с этим парнем. Вот Пусть я отменит нашла вс причину. У нее кто-то был до этого мальчика. Да, И она по то говорит, ли что она, Евгении, то ли еще она говорит, что кого-то. она Мгм. нечистая. У нее чувство вины, что он не первый у нее был. Я ей Мгм. передаю, что она сейчас может отменить, принимать в ее пространство любые чужеродные энергии и отменить ее решение вступать в интимную близость не по конам Вселенной и Божественной души, не своей родственной душой, а с кем-то другим. И очистить сейчас ее генетическую информацию, память от присутствия этих чужеродных энергий. Так интересно происходит, так все быстро. И я ей передаю, чтобы она сейчас прошлась по всем ее энергетическим центрам, каналам и убрала, очистила все ее пространство от присутствия чужеродных разношерстных энергий, разноплановых, очистила ее генетическую память и отменила любые соприкосновения с чужеродными энергиями. И все подключки, чипы, импланты приказывала забирать тем, Забрать. откуда они идут. Мгм. Отменила все ее решения о коллаборации с чужеродным миром. И вижу, что она буквально, знаешь, как это происходит? Как будто бы она вот, как ангел с крыльями шла, а потом ляп, разбилась об эту поверхность черную. А сейчас это происходит наоборот. То есть она как бы собирает в себя эту всю вот так вот разбитую энергию, и вот так раз к ней возвращается. И я вижу то, что она говорила, что он ей запихнул, она берет это и вытаскивает. И сразу такая радость, включается Тор, и она говорит: я чиста. Я ей передаю информацию, что это ее божественный опыт. Она ни в чем не виновата. Пусть она уберет все чувство вины до последней капельки, сотрет со всех информационных полей. На самом деле она ни в чем не виновата. Она просто ответственна за свою жизнь и все, за свой выбор. И она сидит, я вижу, перед огромной сияющей книгой и говорит, что она переписывает матрицу жизни. Говорит, что она переписывает свой код бытия. И вижу, что она его вот так достает, вот этот код бытия, вот оттуда, где он был в такой этой, как в матрице, Мгм. как в зеркале. Замотанный. Мгм. Да, и она берет, и я вижу, как зубами, такой узелок там, и она его так зубами и развязала, и эта сетка вот так просто распахнулась, и ее божественная душа вот так идет, и вот здесь, вот эта душа, я очень бережно смотрю, даже вот так голову наклоняю, чтобы сильно не смотреть, потому что это настолько сокровенное, это Мгм. божественный код. И это такое благоговение. Это, представляешь, нам Творец как доверяет на это смотреть. Я ей передаю, чтобы она сокрыла свое истинное «Я» от чужеродных взглядов и восстановила коны целостности. Я слышу охраны себя истинного. И мы вдруг все вот так, нас как будто бы пулей вот так вылетели вверх. Вот. И в такое пространстве там нет чужих. И мне не нужно уже наклонять голову, чтобы не смотреть. И мы все тут ходим, и звучит, что тут все друг другу доверяют. Это то пространство,
к которому мы все стремимся. И все ходим и разговариваем тихо. Это матрица наших истинных душ, которые связаны друг с другом. И когда одни приходят, чтобы помочь другим, и вот мы нашли и очистили эту матрицу. Вот чем мы занимаемся. Мгм. И я ее спрашиваю опять, раз я попала в это пространство, где она в роддоме, ей принесли дочь, я ей передаю, и вот все произошло. И вот эта прослойка между ее грудью, я вижу, это метафора, наверное, так, ее грудь вырастает, и ее дочечка так вот пьет молоко, а Наталья говорит, что дарит ей чистоту, кормит ее чистотой. Я передаю Наталье, чтобы она передала своей дочери при ее зачатии истинную чистоту. И я вижу, как разрушается эта маска старости, Мгм. чтобы Наталья передала вечную молодость, гармонию, процветание, этот код жизни, который мы получили при своем сотворении. Хорошо. И я вижу, как вот эта звезда, которая... Я вот, видишь, как происходит? Чувство вины связывает человека с этой матрицей покоренных душ, покорения душ. И я вижу, как оно буквально схлопнулась, эта звездочка, где вот правая нога. Я передаю. И она сложила эту звездочку, она схлопнулась вот так, чтобы она ее отправила в портал на утилизацию и наполняла все ее пространство энергией чести, гармонии, процветания, потому что она и есть Творец. Не быть как Творцом, а быть Творцом. В каждой минуте и секунде своего бытия принимать гармоничные решения. Навык выбора – это самый главный навык, Мгм. который человек должен. Он пришел выработать этот навык за свою жизнь. Точно. Мгм. А Наталья нашла ее родственную душу? И сейчас я посмотрю. Она говорит, что она ее пропустила. Из-за этого контракта с Олегом. Мгм. Вот этот контракт помешал. Мгм. Ну, если хочет, Наталья может передать ему информацию из наших сеансов и о намерении, если она хочет с ним встретиться, или как она хочет. Ну, информацию пусть передает, пусть Мгм. по матрице жизни, да. Да, если она хочет, пусть она это сделает. Она далеко от него. Мгм. Да, она передала информацию. Мгм. Хорошо. Соединяйся, Виктория, от проработанных ситуаций. Поднимаемся вместе вверх. Да. Посмотри сейчас на Наталью, как она выглядит. О, она мне крылья показывает, буквально демонстрирует крылья. Энергосфера правильной формы. Мгм. Я ей передаю, чтобы она наполнялась. Все ее пространство, ее сознание, души на всех уровнях. Вот оно что. Человек, вот я вижу,
она находится во всех измерениях одновременно. А мы осознаем только, я слышу, плоскую мерность. Мы осознаем только то, что видим, потом осознаем то, что чувствуем, а оно закручено вот это, знаешь, как это Фибоначчи рисуют. Последовательность. И вся матрица жизни, все находится здесь и сейчас. То есть все воплощения, все решения и все мерности. И самые высокие мерности, божественные, они тоже здесь. То есть человеку не нужно быть как творец. Он и есть творец, просто он должен это осознать и увидеть. Вот такими божественными глазами своими. И я передаю Наталье, чтобы она, я слышу, раскрыла все свои мерности перед собой, познала себя истинную, гармоничную и передала информацию своей дочери и зятю, и внукам, и маме, и всему ее окружению. И наполняла все ее окружение, ближнее и дальнее, энергиями счастья, гармонии, процветания. А от нее идет энергия, вот так она вот так как-то плывет, вот так расплывается. Так идет. Хорошо. Пусть Наталья отсоединится от всех этих подстроенных людей, которые подсунул антимир, София, Алла и все Шемшук, все остальные. Пусть она полностью отсоединится от них, уберет все эти зацепки, очистит. Да, я вижу, что вот они как ставили эти подножки, и она сейчас ногой, вот эти как подножки, вот так вышвыривает своего пространства. Я ей передаю, чтобы она восстановила коны доверия своей божественной душе, самой себе. Так. Да, и она говорит, вот так руки раскинула, сзади крылья, и говорит, я есть я. Так. Наталья хотела еще посмотреть, когда она была маленькая, ее смотрела наемная бабка. Ничем ли не опаивала бабка Наталью в том ее детстве? Давай посмотрим. Не видно ничего. Хорошо. Хорошо. Так. Наталья пишет, что отказывается привлекать маму к партнерству по вызыванию духов. Посмотри, есть ли эта ситуация еще в эфирном пространстве, Наталья? Она говорит, мама ушла от меня. Я вижу, как эта темная энергия, она уходит. Но ничего такого нету. Портал закрыт. Хорошо. Так. Что, Виктория, от этой ситуации отсоединяйся. Так, посмотри, есть ли какие-то еще связи с Софией? Ну, сейчас я увидела в пространстве вот этот замороженного этого инсектоида, который там сидел. Я передаю, я его размораживаю, уничтожаю, отправляю портал на утилизацию, очищаю все информационное пространство. Ничего не было. И Наталье передаю, чтобы она в ее пространстве это тоже сделала и наполнила свет, и я наполняю светом все эти переписанную матрицу,
наполняем светом жизни, гармонии, процветания, здоровья, молодости. Смотри, Виктория, вот эти маски, которые ей навязывали, что с ними произошло? Она говорит, что она взяла их под контроль. Я ей передаю, что она эти все роли, эти маски может очистить от, звучит, от первобытного греха. Угу. Ну пусть будет от первобытного греха. Пусть она очистит это. Угу. И все ее роли наполнит светом. Ой, как оно меняется, интересно. Вот вижу, она наклоняется над, ну, как в больнице, над ребеночком. И с таким счастьем, с такой радостью берет ребеночка и целует дочку свою. Угу. То есть я вижу, как в этих ролях, которые она проигрывала, уходит этот негатив, его нету. То есть естественность возвращается. Потому что когда человек делает правильно, он не задумывается, он просто делает, как мы дышим. Когда мы дышим, то мы не думаем, сейчас вдохну, а сейчас выдохну. Мы просто дышим или просто смотрим, потому что это все гармонично. Вот так же взаимодействие с окружающим миром. Он не оставляет никаких пятен, следов негативных, если все происходит по конам жизни. Угу. И она говорит, что она разлучила себя с антимиром. То есть все произошло. Угу. Спроси Наталья, отсоединилась она от Шемшука, Оксаны, Сергея, религиозных сект? Все она с этим проработала? Она говорит, показывает такой, как увеличительное стекло. И говорит, я не вижу. Я ей говорю, чтобы она стерла со всех информационных полей всю ту коллаборацию и восстановила коны доверия к себе, к своей божественной части. Угу. Хорошо, Виктория. И она Все тогда. опять руки вот так раскинула и говорит, я есть свет. Угу. Добро. Хорошо, Виктория, спроси у Натальи, все мы сделали для нее на этом сеансе? Да, она говорит, что мы помогли ей проверить код жизни, очистить его. И говорит, показывает такой яркий свет. И говорит, что мы помогли ей выйти в пространство духа, Угу. пространство Первотворца. Передай Наталье, если она хочет, она может передать этот опыт в эфирное пространство или тому, кому она хочет. Она хочет всему миру передать. Хорошо, пусть она это сделает, покажет, как это происходит. И энергия, вот так она происходит, побежала по таким, как ниточкам, Угу. как по нейронным связям, знаешь. Побежала вокруг нее везде. Вот так. Хорошо. Она говорит, я и мой дом. И там, где ее высшее я находится, мы сейчас тут находимся. А ее дом в другой мерности, намного ниже, чем духовная сущность наша находится. Но мы все находимся здесь и сейчас, и это так интересно. И вся многомерная сущность наша, она как будто бы вот так свернута в ракушечку такое. Угу. И вот так как-то. Как ракушка Наутилуса, это Ага, да. понятно. Хорошо. Тогда прощаемся с Натальей, благодарим Высшее Я, ее за работу, то есть за ее труд, за опыт. Мгм.
Хорошо. Отсоединяйся, Виктория, от всех ситуаций, от всех и всего, поднимайся вверх. Мгм. Проверь твое личное пространство. Все чисто, и почему-то я полыхаю. Прям. Что это обозначает? Сейчас я посмотрю, сейчас прошу. Угу. Такая огромная, и что-то вот так вот. Такие, как пластины так делают. Чух-чух-чух-чух-чух. Я слышу, что очищаю мир от загрязнения. То есть переписывая матрицу, свою матрицу жизни, и те люди, которые помогают это сделать. То есть мы очищаем не только, помогаем очиститься Наталье, но и сами. И сами, то есть мы тоже этот опыт обретаем. Здорово. Да, да, классно. Хорошо, наполняемся энергией света, любви, гармонии, жизни. Мгм. Посчитай от 1 до 3, Виктория, ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Да, Как как всегда, благодарю, благодарю, благодарю. Как всегда. Я вас очень, очень благодарю. прекрасное видео. Ну, такое чувство, что, как говорится, свершилось.